Блин, промахнулся немножко. Всем привет, народ! С вами снова канал Доната Синема. А это та самая тачка из фильма «Форсаж», на которую ездил Джесси, механик из команды Доминика. И сегодня я вам расскажу самые интересные факты про эту машину. Ну, их, правда, не так много, как в прошлом ролике, но тем не менее. И... Факт номер один. Нам пиздец. Корабли из нашей гавани приходят ночью. В общем, это Volkswagen Jetta третьего поколения из фильма «Форсаж». Машинка на кого оформлена? Да это брат там жены. Он троюродный, наследство ему досталось, да. Я понял, да. Страховочки, я так понимаю, у вас тоже нет? Не, страховка есть. Ну, я дома ее оставил, она точно есть. Там, я ее сам видел лично, сегодня утром проверял. Ну, ясно. Ну, ты тут позагорай пару минут, сейчас разберемся. В общем, пока мы на этой машине покататься не можем, я вам немножко расскажу про ее историю. Во время подготовки к фильму компания Universal решила, что слишком уж много GDM у них в кадре и нужно разнообразить свой автопарк чем-нибудь европейским. Вы просто рехнулись. На роль этой машины претендовала BMW M3, новый Golf, Audi A4. Но студия не смогла найти этих автомобилей в достаточно крутом тюнинге, поэтому выбор пал вот на эту Джетту, которая в то время была еще достаточно свежая. 1 милю осилит. А потом рванет. И принадлежала она Скотту Сентра. Не буду сильно вдаваться в подробности, кто такой Скотт Сентра. Единственное, скажу, что он работал в компании по производству обвесов, и он именно эту машину сам изготовил и был ее владельцем. Другими словами, это была не пластиковая подделка, сделанная на скорую руку. Это была полностью нашпигованная всякими крутыми и качественными тюнячками машина, включая двигатель, подвеску, проработку салона, музыку и все остальные примочки тех времен. Изначально он не хотел давать ее для съемок кино, но потому что все мы знаем, что делают с машинами в фильмах. Но после долгих уговоров он все-таки согласился, тем более студия ему заплатила посуточную аренду и полностью застраховала его автомобиль на всю стоимость. В общем, денег он срубил нормально. Начнем с наклеек. Та серо-голубая раскраска, которую мы видим сейчас, это уже картинки, нарисованные студией. И смыслом этих картинок было сделать какую-то схожесть между всеми машинами команды Доминика. Ведь семья должна быть похожа во всем, даже в наклейках. Тут ты прав. А изначально эта машина выглядела вот так. Кстати, ни одному из тех, кто предоставлял свои машины для кино, не нравились те ливреи, которые рисовала студия. Я же пошутил. Зато сейчас они стали чуть ли не иконами 2000. Вот так вот меняет наши вкусы кино. Эх, как же в школьные годы все себе хотели такие тачки. Тоже помню, вот сидели, фильмы смотрели. Кстати, после школы я хотел поступить в институт кино и телевидения, но не поступил, потому что мне не хватило буквально пары баллов по ЕГЭ. Черт! Хорошо, что сейчас есть онлайн-школа Сотка, которая поможет подготовиться к ЕГЭ по любому предмету и не запороть тебе экзамен. Здесь тебе подготовят на необходимый балл с любого уровня знаний, причем 4 предмета выйдут по цене одного. В Сотке отучились уже более 60 тысяч выпускников прошлых лет, и каждый третий сдал на 80+ ЕГЭ, и половина выпускников ОГЭ сдает на 4+. Здесь нет задачи поставить тебе двойку или оставить на второй год, а обстановка такая, что тебе даже не захочется пропускать занятия. У тебя будет личный наставник и проверка домашки всего за 20 минут. Занятия можно посещать онлайн или смотреть записи, если не успел. И сейчас стартовала запись на новый курс с тарифами стандарт за 4300 и про за 5300 рублей. И это за 40 занятий по 4 предметам, то есть одно занятие с проверкой домашки всего 89 рублей. Вдобавок по нашему промокоду АДОНАТА вы получите еще и скидку. Так что ставим видео на паузу, переходим по ссылке в описании и регистрируемся на курс. Для этого фильма использовали 3 таких джетты, одну оригинальную и 2 визуальные ее копии. И чтобы сэкономить деньги на их постройке, у оригинальной джетты сняли боковые зеркала и заменили их на стоковые прямоугольные, покрашенные в цвет кузова. Снимаем кресло, двери, аккумулятор. Что касается колес, то на оригинале были установлены 19-е диски, в то время как на копиях использовали 18-й радиус. И дело было в том, что на такие 19-е диски было очень сложно найти эту резину, потому что она была нестандартного размера. Здесь другой уровень. И кроме того, чтобы вкорячить это колесо сюда, нужно было прокатывать арки, чего делать, естественно, никто не собирался. Поэтому на копиях и использовали 18-е колеса. А разве что-то изменилось? К сожалению, этой машине в фильме было отведено не так много времени, как машинам главных героев.
Поэтому полного раскрытия духа и потенциала этой джеты мы не увидели. Хотя что там можно было раскрыть на 2 литрах с автоматом. Причем этот двигатель настолько древний, что ставился еще на первые гольфы, и в своей первой модификации был вообще карбюраторный. Кстати, ребята с канала Форсаж тоже строят такую же джету, и мы хотим сделать несколько совместных видосов. Она будет офигенной. Вот увидите. Тем более, у них есть абсолютно целый Eclipse и до сих пор не поцарапанный Skyline. Поэтому обязательно напишите в комментарии, хотели бы вы увидеть нашу коллабу с каналом Форсаж, и мы что-нибудь придумаем. Ну а главным приколом здесь были вот эти вот тормозные диски, на которых во время гонки в соляной пустыне не было суппортов. Многие еще говорили, что Джесси поехал после гонки и не остановился только из-за того, что у него тормозов не было. Я подвел, да? На самом деле в этой сцене использовался один из дубликатов этой джеты с немодифицированной тормозной системой. И то, что мы видим в фильме, это просто накладка, которая якобы прибавляла плюс 5 спортивности. Но из-за такого ракурса вся эта спортивность превратилась в многолетний мем в интернете. А в этом кадре вообще видно, что джета стоит на заднем плане и не собирается участвовать в гонке. Да и сама эта джета уникальная тачка, потому что в гонке против Джонни Трана она каким-то мистическим образом умудрялась трансформироваться в Honda Civic, что хорошо заметно на крупных планах из салона, где абсолютно нет задних дверей и кузов чем-то напоминает купе. Но это с какой стороны поглядеть? Что касается обвеса, то здесь установлен бодикит компании Wings West с задним спойлером. Кстати, это обвес именно той компании, в которой работал хозяин этой машины. И в целом мне нравится, как он был сделан, потому что здесь нет каких-то лишних уродливых деталей, как, например, в Mercedes ASAP Rocky в одном из предыдущих наших обзоров. Здесь все смотрится более-менее гармонично и в тему. Ну, разве что за исключением передних фар, которые мне напоминают Аркадия Укупника. В остальном этот автомобиль был сделан достаточно добротно. Жаль, что в конце фильма приехали китайцы и расстреляли его вместе с хозяином. Жаль, конечно, этого добряка. Хотя, зная, как Форсажи воскрешают героев, не удивлюсь, если в новой части сценаристы каким-то образом вернут Джесси, и он будет полфильма искать Джонни Трана, чтобы устроить с ним последнюю гонку. You guys seen Johnny Tran? Hey, you guys seen Johnny Tran? No. Thanks. I found Tran. Но если ты хочешь себе купить такую же машину, ну что, конечно же, вряд ли, или просто обзавестись 4-колесным другом, то за машиной иди на дром. Блин, прикиньте, на дроме и нету. Так, вот вам протокол, распишитесь. И по 12.5.1 вам на устранение 10 дней. Да какие, блин, 12.5.1? Я этот обвес не найду нигде. Ну даже на дроме этой машины уже нету. Как ты ищешь-то? Ну вот, вожу Volkswagen Jetta 3-го поколения, в выборе даже нету. Ну, потому что 3-го поколения в России никогда не было. Она шла как Volkswagen Venta. Вот, видишь? Вот. Тут тебе отчет о каждом автомобиле и функция отличная цена. Ну, короче, протокол я тебе отдал, дальше разберешься. Блин, может договоримся все-таки, а? Всего хорошего! Ну а сегодня, походу, на этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, потому что в следующей серии вас ждет одна из самых культовых тачек первого Форсажа. С вами был канал Доната Синема. Всем пока! Куда мне теперь идти с этим листочком? Не трави баланс.